штате Калифорния, в городке Мадера, на одной из второстепенных дорог, ведущих к одному из многочисленных ранчо, люди стали замечать странного вида существо, похожее на оборотни из фильмов ужасов. Оборотень, похожий на огромного черного пса, медленно бродил по обочине. Шерсть с задней части туловища полностью слезла, задние лапы были неестественно согнуты. От этого его внешний вид пугал людей, и они старались не приближаться к странному монстру. Прошло несколько дней, и жуткий зверь уже не двигался, он просто лежал. При этом он не подпускал к себе никого, ни людей, ни собак, грозно рыча. Один из местных жителей сфотографировал жуткое существо и выложил фотографии в одну из социальных сетей. В подписи к снимкам он призывал помочь странной собаке. На пост в сети обратила внимание основательница волонтерского движения помощи животным Меган Боу. Когда она в срочном порядке приехала к лежащей собаке, то была готова расплакаться. Пес, а это оказался именно пес, был очень плох. Он лежал, даже не в силах подняться. Животное страдало от сильного обезвоживания, а те места, где шерсть облезла, обгорели на солнце. Меган, неплохо разбирающаяся в собаках, поняла, что перед ней очень крупная особь немецкой овчарки. Девушка погрузила пса в машину и сразу отвезла к ветеринарам. Врачи, обследовавшие изможденную овчарку, сообщили Меган, что у пса сломан таз и хвост в нескольких местах. Вдобавок, как будто этого мало, у собаки тяжелая форма чесотки. Хорошо еще, что не наелся камней, как пес-боцман. Пес оказался еще совсем молодым. По словам сотрудников клиники, ему был всего 1 год. Также, врачи предположили, что травмы пес получил, скорее всего, от автомобиля. Иными словами, собаку просто сбили и бросили умирать на обочине. Как при этом он мог передвигаться, пусть и не быстро, для ветеринаров осталось загадкой. Пес был настолько в тяжелом состоянии, что врачам вместе с Меган пришлось выхаживать его несколько месяцев. Ему сделали несколько сложнейших операций, чтобы исправить его таз и спину, насколько это было возможно. Удивительно, но собака молча стерпела все процедуры, часть которых были весьма болезненными. За это время оборотень обзавелся новым именем – Кинг. Животное пошло на поправку, и люди смогли вздохнуть спокойно. Осанка Кинга постепенно начала выправляться и стала походить на осанку обычных собак. Шерсть также возвращалась на свое законное место. Кинг преображался на глазах. Самое сложное было вылечить пострадавшее животное от чесотки. Болезнь сильно прогрессировала. Вдобавок к этому, Кинга пришлось селить в специальный закрытый вольер, чтобы он не заразил остальных пациентов клиники. Со временем ветеринары победили и эту болезнь. Собака была полностью здорова. По словам Меган, Кинг очень милый и нежный пес. Он всегда хочет обниматься, и даже если я просто сижу рядом, он вытягивает морду, чтобы я его погладила. Девушка начала поиск новой семьи для бывшего оборотня. Новый дом нашелся быстрее, чем Меган могла ожидать. Кинга взяла к себе семья Бисби, у которой уже было 3 собаки. Собачье братья сразу приняла молодого Кинга, и он стал полноценным членом семьи. Может, даже когда-нибудь станет походником, как пес Балу. Тиана Бисби рассказывает, что Кинг научился верить в людей и является очень преданным и умным псом. Когда мы куда-либо отлучаемся, а после возвращаемся, то Кинг очень мило и слегка неуклюже подпрыгивает. Сказывается его некогда сломанный таз. Вот так, благодаря неравнодушным людям, пес здоров, весел и снова верит в человеческую доброту. А главное, теперь у него есть любящая семья и новые друзья. Мы просим вас, не проходите мимо животных, которым требуется помощь, как кошки-мурки из Братска. Ведь, может, своим поступком именно вы спасете кому-то из них жизнь.